Сразу включаю духовку. 160 градусов. Вверх-вниз. Пусть греется. Привет, друзья! С вами Ух ты Кухня. И у нас сегодня самые быстрые паски к празднику. Делюсь своими семейными рецептами. Все, как всегда, будет быстро, просто и очень вкусно. Поехали! В миске у меня 300 граммов творога. Разбиваю одно яйцо. Добавляю щепоточку соли. И все хорошо измельчаю погружным блендером. Почему я сюда добавила яйцо? Чтобы было легче нашему агрегату. Все, поехали. Можно немножко помочь лопаткой. Если у вас нет блендера, не печатайтесь. Просто перетрите творог через сито. И все, до однородности. Все, готово. Творог убираю в сторонку. В отдельную мисочку разбиваю 2 яйца. Все ингредиенты должны быть комнатной температуры. Добавляю 170 граммов сахара. Куличи получатся в меру сладкие. Взбиваю в пышную массу с помощью миксера. Нет миксера, можно это сделать с помощью венчиков. Проще простого. Достаточно. Как только масса посветлела, немножко вспушилась, достаточно, друзья. Берем творожную массу. В нее выливаем яйца. Все до последней капелюшечки. Сюда же 70 граммов сливочного растопленного масла. Оно должно быть уже таким прохладненьким, не горячим, так как тут у нас яйца могут свернуться. Можно добавить ванильный сахар или какой-то ароматизатор. Я сегодня решила поэкспериментировать. Добавлю ром. Несколько капель. Вот так будет достаточно. И сюда же, друзья, добавлю небольшую щепотку куркумы для желтенького цвета. Совсем чуть-чуть. Все хорошо перемешиваю. Какая красивая масса получается. И без куркумы желтенькая, да? Ну да. Даже если попадутся крупинки творога, не страшно. Будет только вкуснее. Это будет еще вкуснее. Да, мои мальчишки любят, когда такое чудо попадается. Когда масса стала более-менее однородной, начинаю подсеивать муку. У меня здесь 240 граммов. Может понадобиться больше, меньше. Зависит от влажности творога и, конечно же, друзья, от размера яиц. Всыпаю большую часть. На муку высыпаю 15 граммов разрыхлителя. Немножечко вот так вот перемешаю. Ну и начинаю перемешивать снова. Какое красивое желтенькое тесто. Аж глаз радуется. Угу. И куличи получаются вкусные, влажные, мягкие. Вижу, мало муки. Еще. Так, хочу сказать, что у меня ушло 230 граммов муки. Больше добавлять не буду. Все это хорошо вымешиваю. Прям хорошо-хорошо. Вот такая вот консистенция должна получиться. Густая, тягучая. Муку больше добавлять не буду, чтобы куличи получились нежнее. Ну и, конечно же, друзья, какая выпечка без изюма. Я его заранее запарила, просушила салфеткой и добавляю в тесто. Можно мукой здесь не присыпать. Это не дрожжевое тесто, поэтому все хорошо распределится. Количество изюма по своему усмотрению. У меня здесь 100 граммов на 3 кулича. Перемешиваю. Все, какие-то 10 минут, даже меньше, и тесто готово. Вот такое должно получиться. Тягучее, тягучее. Опа, формочки. У меня самые обычные. 9 сантиметров диаметром, 13 высота. Я их всегда беру, самый оптимальный размер. Их нужно смазать тонким слоем растительного масла. Я это буду делать с помощью кисточки. Вот так быстро, просто... Хаотично. Хаотично. Что-то у меня, друзья, сегодня кто-то спешит. Лаки под дверями сидит, никто его не пускает. Тесто визуально делим на 3 части. Наполняю формы так, чтобы было больше половины. Все, хозяюшки и хозяева покажу. Этому дала, этому дала. И этому сейчас дадим. И этому сейчас дадим. А Сережке не дадим. Опа. Сейчас беру чайную ложечку. Мне удобнее всего
Немножко ее смазываю тоже растительным маслом, чтобы тесто не цеплялось. И начинаю наводить красоту. Прижимаю тесто, чтобы куличи получились ровные и красивые. Немножко притрамбовываю, потому что мы понимаем, да, что это не дрожжевое тесто. Оно ведет себя немножко по-другому. И все же очень красиво и вкусно оно себя ведет. Все, хозяюшки, я с этим справилась. Посмотрите, какая красота у меня получилась. Ставьте лайки за такой простой и быстрый рецепт. Все, в духовку. Формочки ставлю на расстоянии друг от дружки, чтобы они равномерно пропекались. И убираю в разогретую до 160 градусов духовку примерно на 40-50 минут. Буду ориентироваться по внешнему виду и, конечно же, проверять деревянной шпажкой. Все, с Богом. 160 градусов. Прошло 50 минут. Я думаю, все уже прекрасно испеклось. Опа. Достаем. Оп. Наших пушистиков. Конечно же, проверю на готовность. Ой, все прекрасно, друзья мои. Все прекрасно. Палочки выходят сухими. Отлично. Оставляю их на противне. Накрываю полотенцем. У меня с Дедом Морозом, друзья, на Пасху. Пусть остывают. Значит, будут чудеса? Да, чудеса, Сережка, каждый день. Нужно просто их видеть. Пока куличи остывают, сделаем глазурь. Сказал мой Сережка, не нужны ему никакие новомодные глазури. Сделай, говорит, обычную, как в детстве. Понадобится 1 белок. Добавляю щепотку соли и немножко взобью миксером. А меня бабушка-толкушка заставляла, он стоит часами. Или вилкой, о! А сейчас технологии. Да. Постепенно буду добавлять понемногу сахара и продолжать взбивать. А ну пробуй, такая тебе нравится? А ну? Сладкая, сладкая, да? Да, Все, тебе лайк. уходила. Смотрим пасочки. Они уже остыли, друзья. Можно их раздевать. Я донышко всегда оставляю. Так удобнее их и нарезать потом. Посмотрите, какие красивые. Равномерно, хорошо пропеклись. Вот такие вот красавицы получились. Оп. И оп. Ну что, давай украшать? Давай. А берем паску, верхушечку вниз и щедро так красивенько окунаем, проворачиваем. Сережка сказала ему побольше. Да-да-да, можно всю обмазать. О, посмотрите, что получилось. Как ты красавица. Ой, благодарю тебя. Ты на паску смотри. А я на тебя. Красиво, правда? Вот такие вот красавчики получаются с хвостиками, с этим. Одного яичного желтка, друзья, хватит на 4 кулича. У нас еще осталось. Ну это чтобы поесть, пооблизывать. Берем красивую присыпку и сверху посыпаем. Наконец-то она по назначению у нас, да? Ну да. Ой, тут у нас и зайчики, и кролики, и яйки, все, что хочешь. Конечно же. Какая она вкусная, друзья. Как в детстве. Смотрите, какие красавцы. Оставляем до утра. Вот зайку нашла. Оп. Видно? Конечно же, нужно оставить до утра, чтобы глазурь хорошо застыла. Как думаешь, Сережка, мы справимся с этим? Ну, с этим, я думаю, да, С я этим. уже сегодня сладкого наелся. Ну и слава Богу. Все. Какие они, да? Христос воскрес, друзья! Пришло утро, и, конечно же, я хочу вам показать, что у нас получилось. Берем пасочку, разрезаем. Ой, мягенькая. Опа. Вот такая вот красота в середине. Мякиш получается влажным, пористым. Конечно же, она ничем не похожа на классическую паску, ну и это понятно, здесь нет дрожжей, в основном творог. И все же, друзья, этот рецепт имеет место быть, потому что это просто и вкусно. Еще мне эти пасочки нравятся тем, что чем дольше они стоят, тем вкуснее.
У них прям такой творожный вкус. Посмотрите. Пористое, вкусное творожное тесто. Ну, я пробую. Как хорошо сыграл ароматизатор ром. Вкусно. Ну, а глазурь, Сережка, твоя не застыла. Знаешь почему? Почему? Потому что я пожалела сахара. А достаточно сахара. Да, мы очень много едим сладкого, друзья, поэтому в этот раз я добавила всего лишь 2 столовые ложки сахара. И, понятное дело, она не застыла. Ну и так вкусно. Вкусно, просто и быстро. А я чайку хлебну. Чайков самое то. Кстати, меня часто спрашивают, что у меня за чай постоянно в чайнике. Здесь сегодня у меня чебрец, клевер, мята, видно земляника, облепиха. И все это вместе заварено. Ну Я- ты скажи, что в течение лета будем показывать, как мы собираем, даже начнем с одуванчиков. Да, сейчас у меня сушатся одуванчики. Очень вкусный чай именно из стебельков. В общем, ну я люблю травяные чаи. Они для меня ароматные, вкусные и полезные. К тому же так красиво, когда там что-то плавает. А в чашке вот у меня одна земляника. Видно? Видно. Вкусные. И пасочки вкусные.